Добро пожаловать на канал «Стоит ли смотреть?». Сегодня я постараюсь утолить твое любопытство и помочь тебе ответить на вопрос «Стоит ли смотреть?». Дюнкерк Кристофера Нолана. Дюнкерк – это город-порт на берегу Ла-Манша на севере Франции. В 1940 году там проходила одноименная операция по эвакуации морем английских, французских и бельгийских солдат, блокированных немецкими войсками. Собственно, именно этим событиям и посвящена драма Кристофера Нолана, который подарил нам трилогию «Темного рыцаря», нашумевший «Интерстеллар», «Начало» с Ди Каприо, «Престиж» с Бэтменом и Росомахой в главных ролях, «Нелинейный помни» и многие другие сильные картины. События фильма начинаются со сцен окружения сотен тысяч британских и союзных войск силами противника. Пойманные в ловушку на пляже и находясь спиной к морю, они сталкиваются лицом к лицу с неразрешимой ситуацией, тем временем как тиски противника сжимаются все сильнее и сильнее. Роли в фильме исполнят Том Харди, а также Марк Райландс, который, по моему мнению, великолепно передал образ советского разведчика Рудольфа Абеля в исторической драме Стивена Спилберга «Шпионский мост», за что и был абсолютно справедливо удостоен Оскара за лучшую мужскую роль второго плана. Вот так, и статуэтку получил, и родину не продал. Стойкий мужик. Стойкий мужик. В Дюнкерке Марк, по всей видимости, возглавит второстепенную сюжетную линию в качестве гражданского моряка, который добровольно вызвался помочь в операции по эвакуации союзных войск. Будем надеяться, что он и здесь покажет достойный уровень. От этого не спрятаться, сынок. Ключевого персонажа британских военно-воздушных сил изобразит Том Харди, чей образ, на первый взгляд, совершенно не соответствует образу военного летчика. Но имя Том Харди в последнее время стало синонимом слова «качество». Так что я уверен, что персонаж будет достаточно интересным, раз его согласился играть сам Харди. Музыку для фильма пишет Ханс Циммер, для которого Дюнкерк стал шестым совместным проектом с Ноланом. Таким образом, все сводится к тому, что нас ждет очередное достойное кино, которое впоследствии может стать культовым. Однако американские фильмы про войну, как правило, грешат излишней пафосностью, героизмом и искажением исторических фактов, выставляя американцев спасителями мира. Но в данном случае события ключевых моментов трейлера соответствуют реальным историческим событиям, да и американские войска к Дюнкеркской операции не имеют никакого отношения. Так что можно расслабиться и включать режим хатико. Я жду от фильма в первую очередь не только борьбу на поле боя, но и внутреннюю борьбу, разворачивающуюся внутри ключевых персонажей, как и положено в драматических фильмах. Борьбу между желанием спасти свою жизнь или же спасти тысячи чужих жизней. Борьбу между личными интересами и интересами целых государств. Я жду раскрытия и развития ключевых персонажей. Сразу заметно, что большой акцент был сделан на атмосфере фильма, которая передается благодаря спецэффектам, а спецэффекты у Нолана во всех фильмах хороши, музыке Ханса Циммера и великолепной операторской работе. К слову, для достижения наиболее высокого качества изображения и эффекта присутствия съемки велись на 65-мм пленку IMAX. Осталось добавить, что премьера в России запланирована на 20 июля 2017 года. Если ты досмотрел до этого момента, пиши в комментариях кодовое слово «Жду», и тогда мы узнаем, сколько человек посмотрело выпуск целиком. Если тебе понравилось это видео, ставь лайк, подписывайся на канал, чтобы не пропустить новые выпуски, и делись этим видео с друзьями. На этом все. Я надеюсь, что помог тебе решить, стоит ли смотреть Дюнкерк. Это наша работа. Разворачивайтесь! Мы будем сражаться на берегу. Мы будем сражаться в районе высадки. Мы никогда не сдадимся. Мы никогда не сдадимся. Мы никогда не сдадимся.